Город Перну – это летняя столица Эстонии. Любимый всеми курорт в 1939 году отмечал свой столетний юбилей. Берег моря был переполнен отдыхающими. Городской воздух был наполнен радостью и свободой. 1 сентября пришло известие о нападении Германии на Польшу. Вместе с ним умерли последние надежды, и стало ясно, что война в Восточной Европе неизбежна. Война, которую все так боялись, подошла уже совсем близко к берегам Балтийского моря. И несмотря на хорошую погоду, мгновенно опустели все парки и пляжи. Ведь в 1939-м уже здесь были беженцы из Польши. И они рассказывали о концлагерях в Польше. Там уже были концлагеря. Евреи не верили. Когда в 1941-м началась эвакуация, очень многие отказывались эвакуироваться именно потому, что немцы культурный народ. Походим месяц-два с желтой звездой, ну и что? Ведь считали, что война кончится через пару месяцев. Я помню, у нас был очень открытый дом, у папы с мамой было очень много друзей, и у нас всегда было много народу в доме. Была такая бездетная чета Юдейкины, Зелик и Аня. Очень славные люди. Меня они очень любили, баловали всегда. И Зелик стоял у мамы, перед мамой на коленях, умолял ее оставить меня им. Куда ты едешь в Сибирь, на гибель, вы погибнете там все. Мы ее спасем. Если ты каким-нибудь чудом вернешься, мы тебе ее отдадим. Я тогда не понимала, что происходит. Это я поняла, когда повзрослела. Семья Ханны Заутиной до войны проживала в Таллине и успела эвакуироваться. Сегодня Ханна возглавляет Пярнускую еврейскую общину. Прожив в Пярну большую часть своей жизни, Ханна отлично знает историю своего города и, в частности, трагическую историю еврейской общины. Из большой папиной семьи всего несколько человек были эвакуированы. И 2 были сосланы. Их было 11 детей в семье. Те, кто не были сосланы, остались здесь и погибли. И я довольно часто об этом думаю, и я даже говорила об этом на экскурсиях. Я по специальности экскурсовод. О том, что многие еврейские семьи, которые были сосланы, как это ни кощунственно звучит, должны быть даже благодарны тому, что их когда-то сослали, потому что они остались живы. Это
часть моей большой семьи. Маленькая такая. Только часть, да. Меньшая часть. У меня 4 детей, 7 внуков и 2 правнука. Вот это моя младшая дочь, самая младшая. Песамуна. Это ее сын. Добавь, что я самая любимая. Нет, все дети одинаковые. Нет. Это Геля. Это Элиас, ее сын. Отдай 3. И это ее дочь Даяна. А вот это мой самый младший правнук, ее сын, Даянин сын, Давид. И вот на краю мой младший сын Марк. Старшая дочь живет в Таллине, а старший сын сейчас работает в Финляндии. Сколько семей? Надо считать по пальцам. Я даже не знаю, никогда такую статистику не вела. Значит, Ася, Эва, Ира Косарева, Кломпус. Ну, вот Кломпус, значит, жена Кломпуса и ее дочь с семьей. Это считается одна семья, да? Мать и живут раздельно. Так, Дина, Инна, Тамара. 10 семей вот в нашей общине. А Леонору я еще забыла. 11-я семья, значит. До войны еврейская община города Перну насчитывала около 250 человек. На улице Рютли, в ту пору Калеви, почти в каждом доме находился магазин, принадлежавший еврейской семье. Во время советской оккупации в 1940-м магазины и недвижимость были национализированы. После ссылок и эвакуации в 1941-м в Перну осталось немногим более 100 человек. До сих пор живы воспоминания о шапочнике Кушнере, враче Хирсфельд, часовом мастере Кляйн, о шляпнице Бирник и о других еврейских семьях. Избежать ареста и выжить не удалось никому. Я работала экскурсоводом в Пермском экскурсионном бюро. У нас были лекции. И цикл лекций нам читала работник горкома партии Сальме Блюм, которая занималась восстановлением памяти погибших, вообще вот, истории войны. Она очень много ездила, очень много работала с документами. И вот она нам рассказала о том, что когда арестовывали евреев, пришли в одну семью, она жила на 1 этаже, может быть, у них был даже частный дом, я не знаю точно. Но было лето, окна были открыты, и вот соседка соседнего дома через сад подошла к окну, подбежала к открытому окну и сказала хозяйке: «Отдай мне Мишу, ребенка, которому было тогда около 2 лет. Он беленький, я его спасу, к тебе идут немцы». И мать через окно подала вот этого мальчика. Соседка ушла. И немцы вошли, их забрали. И вот этот мальчик остался у соседей. О его судьбе, дальнейшей судьбе я не знаю, потому что Сальме дала слово родителям не называть имен, адресов, ничего, потому что мальчик рос, не зная о том, что он приемный. Может быть, взрослым он и узнал об этом, но Сальме имени не назвала. И она человек чести. Я не думаю, что она кому-то вообще назвала это имя, раз она дала слово не говорить. Но этот мальчик вырос. Мы приехали в Перну, когда мирный курорт уже забыл ужасы Второй мировой войны. И страшно представить, как 8 июля 1941 года немцы вошли в Перну. И как в первые же дни были арестованы все еврейские семьи. Женщин с детьми поместили
за мостом, в торговых сараях, Бетти Айт. Он существует до сих пор, этот сарай. Амбар огромный, каменный. А мужчин отделили от женщин и расстреляли в течение нескольких дней. Всех их расстреляли. Их заключили в эти каменные сараи, амбары летом, когда было очень жарко. Они были легко одеты. И вот в сентябре, к осени уже стало прохладно, особенно по ночам. Дети плакали. Женщины написали письмо, прошение в Горуправу, разрешить им пойти домой, забрать теплые вещи. Raske olukord sunnib meid teie poole pöörduma suure palvega. Meid vahistati juulis palaval ilmal. Ei öeldud, mida kaasa võtta. See pidi olema mõneks tunniks, ülekuulamiseks. Mõned on isegi töölt tulles tee pealt kaasa võetud. Nüüd oleme juba peaaegu 6 nädalat vahialused, moraalselt ja füüsiliselt purustatud. Sellises seisukorras väikeste laste kannatusi, nälga ja haigusi pealt vaadata on emadele hirmus raske ja valus. Sügis ja talv lähenevad, ööd on külmad. Ei ole millega ennast katta ega midagi pea alla panna. Laps ei saa aru oma seisukorrast. Ta ainult nõuab süüa ja sooja riietust. Pisar silmil palume teie kaastunnet, sest oleme kõik Eestis sündinud ja kasvanud. Oleme lojaalsed kodanikud ja armastame oma kodumaad kogu südamest. Palume veel kord inimlikkuse nimel teie lahket kaasabi, et saaksime oma vajaliku riietuse kodust ära tuua. Loodame, et teie meie rasket seisukorda mõistate ja meie palvele vastu tulete. Kõige austusega kõik juudi soost lapsed ja naised. В конце октября детей отняли у матерей. Из амбара Бетти женщин перевели в городскую тюрьму, а детей заключили в синагоге. Не прошло и недели, как ранним утром матерей увезли на расстрел в лес Рая, где среди холмов, недалеко от берега моря, для них уже была вырыта яма. В протоколах допросов свидетелей 1961 года последствий массовых уничтожений советских граждан в Перну во время немецко-фашистской оккупации можно прочесть следующее. Расстреливали группами по 5 человек. Ставили спиной на краю ямы лицом к морю. Женщины кричали и плакали. Их вели к яме насильно. Тащили за руки, толкали винтовками в спину. По команде производился залп, и женщины падали в яму. В каждую женщину стреляли 2. В голову и в грудь. Детей заключили в еврейском молельном доме. Здесь не было синагоги полной меры, потому что не было раввина. Раввин приезжал таллинский. Здесь был просто молельный дом. И вот детей содержали там. Детей не кормили. И поэтому там стоял постоянный плач. Ну, еще и потому, что не было родителей. Соседи, пока еще были живы, в соседних домах рассказывали, что по ночам невозможно было спать, потому что из молельного дома душераздирающий плач постоянно раздавался, крики. И вот чтобы успокоить население и успокоить этих непослушных плачущих детей, немцы решили их просто уничтожить. В больнице, которая находилась наискосок от молельного дома через улицу, приготовили манную кашу, сладкую манную кашу. Об этом нам рассказывал врач, который в то время был санитаром, мальчишкой, работал в больнице. Эту сладкую манную кашу отравили и накормили детей. Естественно, голодные дети набросились на эту кашу, съели все. Потом, это было вечером, а ночью подъехали грузовики. Об этом нам тоже рассказывала женщина, которая жила напротив дома, напротив молельного дома. Она в окно из-за занавески наблюдала,
что в грузовики забрасывали, в кузов забрасывали детей, и она уверяла, что некоторые были еще живы. Так уж получилось, что тюрьма, синагога и больница находились рядом. И сегодня это кладбище из заброшенных зданий, где только стены могут рассказать о невинно загубленных душах, о страданиях и скорби, которые мы испытываем до сих пор. В 1940 году к главному зданию больницы было пристроено новое крыло – родильное отделение. Одним детям было позволено родиться и жить, а другим, таким же невинным детям, было велено умереть. Детей, так же как и их матерей, вывезли к морю в лес Рэю и бросили в яму. Никто доподлинно не знает, как дети были убиты на самом деле. По одной версии их отравили сладким кофе. Есть также сведения об отравлении газом. Большинство же утверждает, что они были отравлены манной кашей, приготовленной в больнице напротив. А детям, в телах которых еще теплилась жизнь, были сделаны смертельные инъекции. Самому маленькому во время ареста Таубе Кушнер было 3 месяца. К концу заключения ему исполнилось полгода. Его старшей сестре Двойре Кушнер было 18 лет. Носсан Белл было 13. Блуми Бирник было 17. Мирьям Блох было 8 лет, а ее старшей сестре Лее 12. Фейге Буб было 16. Сестре Саре 17. Гиден Рубин Гельбард Карми было всего 2 года. Хирш Гарфинкель было 16 лет. Рахель Хаитов было 8 лет. А ее сестре Эстер 17. Ренате Хирсфельд было 3 года. Брату Давиду 11. А сестре Ирене 15. Пейсах Кляйн было 8 лет. Сестре Этель 10. Дейзи Левин было 11. Брату Йозефу 13. Леа Марголиус было 9 лет. Мэри Марголиус было 12. Сестре Риве было 15. А сестре Циле 16. Абраму Павловски было 7 лет. Брату Арону 15. Шиене Риве Пермонт было 18 лет. Йоси Голдберг было 2 года. Рене Голдберг было 3 года. А старшей сестре Лии было 6 лет.